Всем привет! Философский пароход– это собирательное название не менее 5 рейсов судов, достававших в Германию высланных из Советской России оппозиционных представителей интеллигенции. Это операция по высылке из страны известных деятелей науки и культуры. Она была проведена по инициативе Ленина в 1922-23 годах в рамках борьбы с инакомыслием. Высылки осуществлялись из Петрограда, Одессы и Севастополя. Также высылки осуществлялись поездами из Москвы в Латвию и Германию, а через Польшу, Финляндию и афганскую границу в другие страны. Везли цвет интеллигенции. Люди высылались без суда и следствия, потому что не за что было судить. Отстаивание свободы мысли, отказ от навязываемого единомыслия – все это не было предметом суда. Троцкий так прокомментировал эту акцию. Мы этих людей выслали потому, что расстрелять их не было повода, а терпеть было невозможно. Главной целью высылки было запугать и заставить молчать. Статья в газете «Правда», посвященная высылке, так и называлась «Первое предостережение». Эта высылка была беспрецедентным актом в мировой истории. Власть таким образом добровольно снижала умственный потенциал народа, изгоняя из государства самых образованных, самых талантливых и самых творческих людей. А теперь обо всем по порядку. Немалая часть русской интеллигенции, создававшая образ единой русской дореволюционной культуры, выехала из России гораздо раньше. Идеологические расхождения с советской властью и ее неприятие побудили представителей русской культуры начала XX века покинуть родину. В 1918 году Рахманинов и Прокофьев, в 1919 Набоков, в 2020 Бунин, Нобелевский лауреат, Гиппиус, Бальмонт. Итого с 1917 по 1920 годы из России уехало 1 200 000 человек. В 1921 году Метнер, Кандинский, в начале и середине 1922 Шаляпин, которого через 5 лет лишили звания народного артиста. С последующей высылкой их отъезд из России связан не был. Другими словами, эмиграция существовала до, но причина была все та же. Если толковые люди рвутся из страны, она в огромной опасности. А отъезд интеллигенции только ускорял агонию. Также уехали из страны композиторы Стравинский и Глазунов, дирижер Кусевицкий, певцы Шаляпин, Плевицкая, Вертинский, артисты балета Павлова, Кшесинская, Нижинский, Корсавина, Лифарь. Уехал гениальный хореограф Фокин, создавший позже Американский театр балета. Уехал Дягилев с его русскими сезонами, выдающийся пианист Горовиц, гениальный скрипач Хейфиц и другие музыкальные исполнители, актеры Михаил Чехов, Вера Холодная. Не менее впечатляюще звучат имена и замечательных художников, которые также не смогли остаться в России, но обогатили мировое искусство. Шагал, Кандинский, Бенуа, Бакст, Анненков, Коровин, Рерих, Серебрякова и многие-многие другие. Писатели, поэты, литературные деятели, список которых также велик. Объясняя причины массового бегства, историк и богослов Федотов писал, цитирую: «С самого начала большевизм поставил своей целью перековать народное сознание, создать в новой России на основе марксизма совершенно новую пролетарскую культуру. В неслыханных размерах был предпринят опыт государственного воспитания нового человека, лишенного религии, личной морали и национального сознания. Опыт, который дал известные результаты – обездушение и обезличение новой России. Факт несомненный». В 1918 году были закрыты все газеты, кроме большевистских. Все средства массовой информации, литература, искусство подвергались жесткой цензуре, не давая просочиться ни слову правды. Ее заменяла ложь, выгодная власти. Итак, вернемся к философским пароходам. В мае 1922 года Ленин предложил заменить применение смертной казни для активно выступающих против советской власти высылкой за границу.
Среди высланных летом и осенью 1922 года наибольшее количество было преподавателей вузов и в целом лиц гуманитарных профессий. Таким образом, были высланы или уехали по своей инициативе философы, профессора наук, правоведы, языковеды, физиологи, физики, агрономы, врачи, невропатологи, зоологи, хирурги, историки, режиссеры, драматурги, экономисты, литераторы, художники и композиторы. Уже в конце августа 1922 года в «Известиях» были опубликованы слова Троцкого, фактически второго после Ленина человека в партии, в которых он назвал будущие репрессии гуманизмом по-большевистски. В дошедших до нас документах содержатся смехотворные характеристики высылаемых. Например, такое. Франк Семен Людвигович, профессор, философ-идеалист, противник реформы высшей школы, правый кадет направления руль, несомненно вредный. 31 августа 1922 года газета «Правда» опубликовала официальное сообщение. В нем были упомянуты основные опорные пункты интеллигенции. Это философия, литература, публицистика, медицина, агрономия и озвучены обвинения, предъявленные ученым, врачам и писателям. Цитирую. Оказывали упорное сопротивление реформированию высшего образования. Или следующее. Злобно и последовательно старались дискредитировать все начинания советской власти, подвергая их якобы научной критике. По воспоминаниям философа, историка и литературного критика Федора Степуна, одного из пассажиров философских пароходов, цитирую, «всем высылаемым разрешалось взять одно зимнее и одно летнее пальто, один костюм, по 2 штуки всякого белья, 2 рубашки, 2 ночные, 2 пары кальсон, 2 пары чулок. Золотые вещи и драгоценные камни, за исключением венчальных колец, были к вывозу запрещены. Даже и нательные кресты надо было снимать с шеи. Кроме вещей, разрешалось, впрочем, взять небольшое количество валюты, если, не ошибаюсь, по $20 на человека. Но откуда ее взять, когда за хранение ее полагалась тюрьма, а в отдельных случаях даже и смертная казнь? На этих условиях высылались лучшие умы России, ее гордость, ее творческий потенциал. Тем не менее, по советской ленинской терминологии, на деле это не мозг нации, а говно. Первоначально речь шла о высылке на 3 года. Однако перед самой депортацией высылаемым объясняли, что на 3 года означает навсегда, и заставляли подписать соответствующую бумагу. В ней говорилось, что если они попытаются вернуться в Советскую Россию, то будут расстреляны. Некоторых высылаемых тихонько поздравляли, мол, дескать, уезжайте отсюда в цивилизованную Европу. Но для них самих это была жизненная трагедия. Почему высылали именно в Германию? Начнем с того, что корабли туда ходили регулярно. Кроме того, Германия к тому времени уже признала легитимность РСФСР, и между странами были дипломатические отношения. Но когда Советы обратились к Министерству иностранных дел Германии с просьбой выдать визы высылаемым, немцы ответили следующее, цитирую. «Извините, но мы не Сибирь. Наша страна не может быть местом, куда советская власть будет высылать своих граждан». Поэтому официально на запрос последовал отказ. Но среди высылаемых было очень много известных и уважаемых людей, и немцы предложили им самим запросить у германского посольства визы. Основная проблема заключалась также в том, что высылаемым невозможно было вывести библиотеки, потому что лимит багажа был минимальный, и только позднее можно было достать что-то какими-то окольными путями. Счет людей, покидавших страну в эти годы добровольно или насильственно, шел на миллионы. Интеллектуальный урон был невероятным. Вопреки уничижительной данной в газетах характеристике о полной бесполезности этих людей для страны, вынужденные эмигранты были профессионалами высокого класса. Многие позже стали людьми с мировыми именами. Так, несмотря на уничижительные характеристики Советов, эти люди быстро стали востребованы на Западе. Так, например, Лев Платонович Корсавин, религиозный философ, историк и поэт.
Он овладел литовским языком и позже стал профессором Вильнюсского университета. Написал по-литовски пятитомник «История европейской культуры». Сегодня он классик литовской философии и культуры. Философ-полиглот Александр Кожев стал важнейшей фигурой французской философии XX века. Николай Александрович Бердяев, живя во Франции, как философ приобрел европейскую известность, был 7 раз номинирован на Нобелевскую премию по литературе. Умер в собственном доме в пригороде Парижа. Культуролог Петерим Александрович Сорокин стал одним из столпов американской социологии, профессором Гарварда, президентом Американской социологической ассоциации. Федор Августович Степун успешно вписался в немецкое академическое сообщество, стал профессором социологии в Дрезденском техническом университете. Игорь Сикорский преподнес американской армии лучшие в мире вертолеты. Телевидение создал в том же США эмигрант Владимир Зворыкин. Сергей Рахманинов и Игорь Стравинский далеко продвинули вперед американскую музыку, так что называть их теперь русскими, наверное, и не нужно. Они же были не нужны родине, этакие иностранные агенты. Лингвист и литературовед Якобсон стал профессором Гарвардского университета. И это еще не все деятели. Так, перечислить всех замечательных ученых и деятелей культуры русского происхождения и их достижения просто нет возможности. Главное то, что они сделали огромный вклад и обогатили науку, технику, экономику, но только тех стран, где они жили, где они основали эти новые направления, где они послужили подъему престижа этих стран. Своей родине они были не нужны. Все они, кстати, умерли своей смертью, надолго пережив большинство своих гонителей. Единственное исключение – это Корсавин, с конца 1920-х годов, живший и преподававший в Литве. Так, в конце 40-х его настигла карающая рука советского правосудия, и свои дни он окончил, к сожалению, в ГУЛАГе. Его судьба, как и судьбы философов, не подвергшихся высылке и сгинувших в 30-х годах в лагерях, показывает, какой участи избежали пассажиры философских пароходов и поездов. Однако были и те деятели культуры, которые активно шли на сотрудничество с советским руководством. К примеру, Владимир Маяковский или режиссер Сергей Эйзенштейн. Они с радостью приветствовали большевиков. После Октябрьской революции и Гражданской войны между 1920 и 1929 годами Россию продолжали покидать миллионы представителей гуманитарной интеллигенции, деятелей литературы и искусства. Люди бежали от ужасов диктатуры, бежали от страха перед репрессиями, бежали от отсутствия свободы творчества, от отсутствия свободы личности, уезжали в страны Западной Европы, в Америку, в Китай, в Манчжурию, в Турцию. Итого только между 20 и 29 годами Россию покинуло до 3 миллионов человек, разочарованных установившимися порядками, борьбой с инакомыслием и репрессиями. Удивительно то, что российские иммигранты ощущали свою миссию сохранить русскую культуру, чтобы вернуть ее позже в Россию, когда закончится этот большевистский кошмар. А то, что он закончится, верило большинство. Как же они ошибались. Тем не менее, Ленин писал, цитирую, «Коммунистическое общество не нуждается ни в философах, ни в математиках. Именно на этом постулате и строилось отношение к интеллигенции в Советской России. А также народу внушалась мысль, что интеллигенция по природе своей контрреволюционна и потому является врагом народа». На этом основании он сформулировал главный лозунг большевиков, цитирую, «Опираться на интеллигенцию мы не будем никогда, а будем опираться только на авангард пролетариата, ведущего за собой всех пролетариев и всю деревенскую бедноту. Другой опоры у партии коммунистов быть не может». Но и после смерти Ленина и Сталина отток продолжался. История расставания с родиной Солженицына, Ростроповича, Бродского и еще очень многих ничем
от истории пассажиров философского парохода не отличалась. Просто в первые годы революции авиасообщения не было и обходились пароходами и поездами. В 60-е и особенно в 70-е годы большинство невозвращенцев стали составлять деятели искусств и уже спортсмены. Например, выдающийся танцовщик Рудольф Нуриев, который позже стал возглавлять балетную труппу Парижской оперы. Заочно он был осужден за измену родине на 7 лет. Его примеру последовало немало других выдающихся артистов балета и музыкантов. Так, в 1974 году в Канаде остался Михаил Барышников, который стал главной звездой американского театра балета, также снимался в кино. В свое время не вернулись и фигуристы Протопопов и Белоусова, хоккеисты Могильный и Федоров, которые позже стали суперзвездами НХЛ. Оба они выиграли Кубок Стэнли. Ну и режиссер Андрей Тарковский, который в эмиграции снял один фильм, зато получивший Гран-при Каннского фестиваля. Спасибо, что посмотрели. Ставьте лайк, если информация оказалась для вас полезной и интересной. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока!